Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Ельшина Оксана Дмитриевна, я врач-сомнолог, невролог-эпилептолог и врач функциональной диагностики. И сегодня мы поговорим с вами про синдром обструктивного апноэ сна, методы его диагностики и лечения. Два этих феномена часто встречаются вместе, но не всегда храп сопровождается синдромом обструктивного апноэ сна, а вот пациенты, имеющие этот синдром, чаще всего имеют и храп. Храп, как вершина айсберга, может крыть под собой гораздо больше проблем, чем мы об этом думаем. На самом деле храп – это всего лишь звуковой феномен, возникающий при вибрации мягких структур глотки на фоне прохождения воздуха через суженные дыхательные пути. И, казалось бы, в этом действительно нет ничего страшного. Однако храп может крыть под собой гораздо большие проблемы, чем просто звук неприятный, который может мешать самому пациенту или окружающим. Если мы, например, обратимся к национальному руководству по оториноларингологии, то даже там будет написано, что храп – это не только звук, но это состояние, которое может сопровождаться хронической дыхательной недостаточностью, приводящей к синдромальным сдвигам в организме компенсаторного и декомпенсаторного характера. Звучит сложно, но на самом деле даже в этом определении уже есть указание на синдром обструктивного апноэ сна. Что же это такое? Это нарушение дыхания во сне, характеризующееся повторяющимися эпизодами прекращения дыхания или существенного его уменьшения при сохранении дыхательных усилий в результате обструкции верхних дыхательных путей. На самом деле распространенность этого синдрома достаточно высока, и мы думаем, что это большей частью касается людей пожилого возраста, но на самом деле нет. Даже по нашим пациентам мы видим, что этим синдромом могут страдать люди 20 и 30 лет. Как я сказала ранее, при этом синдроме отмечается либо полное прекращение дыхания, либо существенное его снижение. То есть, соответственно, либо это апноэ, прекращение воздушного потока длительностью 10 секунд и более, либо это гипопноэ, существенное снижение воздушного потока более 50% от исходных значений, сочетающееся со снижением уровня насыщения гемоглобина кислородом на 3% и более. Также гипопноэ длится от 10 секунд и более. Здесь бы мне хотелось дополнить. Мы обсчитываем все эпизоды длительностью именно более 10 секунд. И апноэ, и гипопноэ должны длиться больше 10 секунд для того, чтобы мы считали эти эпизодами ненормальными. Потому что все, что будет меньше 10 секунд, для взрослого человека является нормой и в обсчет не берется, в отличие от ребенка. У ребенка рассчитываются эпизоды иначе, все зависит от возраста. И по рекомендациям апноэ в детском возрасте это выпадение 2 дыхательных циклов. То есть здесь не зависит уже от количества секунд, здесь зависит от частоты дыхания. В зависимости от количества эпизодов в течение сна, а именно за час сна, мы различаем 3 степени тяжести синдрома обструктивного апноэ сна. Нормой считается индекс до 5. То есть если пациент имеет индекс апноэ 4,9, это норма. Если же индекс 5 и более, то мы различаем легкую, среднюю, тяжелую степень. Легкая степень – это от 5 до 15 эпизодов в час, средняя от 15 до 30, и тяжелая степень – это пациент, имеющий более 30 эпизодов остановок дыхания или эпизодов гипопноэ за час. У детей классификация иная. У детей апноэ – это выпадение 2 дыхательных циклов. И в зависимости от количества эпизодов у них также различается 3 степени тяжести, легкая, средняя и тяжелая. Но здесь критерии гораздо более узкие. До единицы это норма, от 1 до 5 легкая степень, средняя от 5 до 15 и тяжелая степень более 15 эпизодов в час. Почему же происходит обструкция верхних дыхательных путей?
Допустим, пациент имеет какую-то анатомическую к этому предрасположенность. Например, есть гипертрофия глоточных миндалин, мягкое небо расположено низко, язычок уходит за корень языка. Плюс имеется, например, возраст и снижение эластичности мягких тканей, повышение массы тела, ожирение, анатомические дефекты, увеличение небных миндалин, ретрогнатия или микрогнатия, недоразвитие и смещение назад верхней или нижней челюсти, гипотиреоз, акромегалия. То есть есть какие-то анатомические, такие физиологические предпосылки к тому, чтобы просвет дыхательных путей сузился. Что происходит в состоянии сна? Пациент находится лежа, нижняя челюсть движется к низу и к сзади, то есть предпосылок к тому, чтобы произошло спадание верхних дыхательных путей, их становится еще больше. И мы имеем бесконечные эпизоды остановки дыхания во сне. На этом слайде мы можем посмотреть очень характерное такое изменение лицевого скелета у пациентов с аденоидами в детском возрасте. На первом слайде мы можем видеть как раз-таки гипертрофию небных миндалин, которая часто также является причиной обструкции верхних дыхательных путей. Что же происходит дальше? Пациент засыпает, снижается тонус мышц глотки, верхние дыхательные пути спадаются, происходит остановка дыхания, вслед за которой снижается уровень кислорода в крови и происходит приходящий острый или хронический накапливающийся такой недостаток уровня кислорода. Вследствие этого происходит выброс гормонов стрессовых, нарушается ритм сердца, учащается сердцебиение. А если мы знаем, что учащается сердцебиение, то мы понимаем, что сердцу нужно больше кислорода в этот момент, а кислорода, соответственно, нет, потому что ранее произошла обструкция дыхательных путей, то есть складываются уже такие предишемические моменты. Кроме того, дыхательный центр улавливает снижение уровня кислорода и повышение уровня углекислого газа, происходит активация и пробуждение мозга, увеличение тонуса мышц глотки, возобновление дыхания. То есть все идет по кругу. И все это идет на протяжении всей ночи по много-много раз. В результате чего происходит утрата глубоких стадий сна, частые ночные пробуждения, беспокойный сон. Дальше пациент будет жаловаться на дневную сонливость, раздражительность, расстройство внимания, артериальную гипертензию, утренние головные боли. У 50% больных с синдромом обструктивного апноэ сна отмечается артериальная гипертония. И у 30% пациентов с артериальной гипертензией имеется этот синдром. Кроме того, у пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией, не поддающейся лечению 3 и более препаратами, синдром обструктивного апноэ сна выявляется в 80% случаев. Также эти пациенты часто имеют ночные брадиаритмии в 68% случаев. То есть, как мы видим, пациенты с этим синдромом – это пациенты, которые достаточно часто могут быть на приеме у кардиолога с артериальной гипертензией или с нарушением сердечного ритма именно в ночное время. Также они могут говорить о том, что артериальное давление у них повышается преимущественно в утренние часы, или они утром встают, просыпаются, меряют давление, но у них уже высокое. Это должно быть таким звоночком для лечащего врача, для того, чтобы более подробно пациента оценить в плане наличия или отсутствия синдрома апноэ во сне. Распространенность нарушений дыхания во сне у пациентов с ишемической болезнью сердца также достаточно высока, около 30%. При синдроме обструктивного апноэ сна тяжелой степени развивается нарушение продукции соматотропного гормона и тестостерона. Пациенты с этим синдромом достаточно часто попадают в дорожно-транспортные происшествия в 4-6 раз чаще, чем пациент без этого синдрома. Какие могут быть клинические симптомы у этих пациентов? На что лечащий врач должен обратить внимание? Указание на храп или указание на остановки дыхания во сне. Кроме того, он может говорить о том, что есть выраженная дневная сонливость, частые пробуждения, ощущение того, что сон не приносит удовлетворения. Например, я поспал всю ночь, 7-8 часов, но проснулся и чувствую себя невыспавшимся. Часто эти пациенты, как мы ранее с вами говорили, имеют артериальную гипертензию.
Могут отмечаться эпизоды учащенного ночного мочеиспускания более 2 раз за ночь. Кроме того, могут быть указания на затрудненное дыхание, одышку или приступы удушья в ночное время, ночную потливость, ощущение разбитости по утрам, утренние головные боли. Здесь бы мне хотелось уточнить, что пациент самостоятельно вряд ли будет говорить обо всех этих симптомах. Чаще всего пациенты могут сказать о том, что у них есть дневная сонливость, утомляемость, утренние головные боли. Но вряд ли они скажут нам про то, что их беспокоит храп или их беспокоят остановки дыхания во сне. Или, возможно, у них есть учащенное ночное мочеиспускание. Все это доктор, лечащий, невролог или терапевт, или педиатр должны выяснять очень прицельно. И если задать все эти вопросы, то можно заподозрить этот синдром вовремя. Я говорю не только о взрослых, но и о детях, потому что часто аденоиды в детском возрасте сопровождаются остановками дыхания во сне, и это очень часто пропускается. А такие симптомы, как школьная неуспеваемость, сонливость, невнимательность, рассеянность у детей может списываться на какие-то другие причины. А на самом деле истинная причина будет выявлена гораздо позже, если еще раз задать эти вопросы родителям или даже самому ребенку, потому что чаще дети во 2-м и в 3-м, даже в 1-м классе могут самостоятельно об этом рассказать, то мы можем вовремя выявить причину, значит, вовремя ее вылечить и помочь пациенту. Есть диагностические критерии, предложенные Российским обществом сомнологов, касающиеся как клинических проявлений, так и диагностических данных. Присутствует, если мы говорим про клинику, на что мы должны обращать внимание, присутствует хотя бы один симптом из ниже перечисленных: неосвежающий сон, дневная сонливость, чувство усталости, разбитости в течение дня, бессонница. Пробуждение с ощущением задержки дыхания в течение ночи, постоянный храп или остановки дыхания в ночное время со слов окружающих. Но здесь я бы хотела дополнить, и сам пациент может об этом говорить. То есть он сам может просыпаться от ощущения чувства нехватки воздуха или от громкого храпа собственного. На что обращается внимание при проведении полисомнографии или других методов обследования? 5 и более любых обструктивных событий за час. Это означает, что мы обращаем внимание на апноэ и гипопноэ. И эти данные должны сочетаться с каким-то критерием из пункта А, вышеперечисленного. 15 и более любых обструктивных респираторных событий за час сна при полисомнографии или за час исследования при проведении респираторной полиграфии, независимо от наличия критериев пункта. Я здесь хотела бы уточнить, в пункте Б указано 5 и более любых событий. Это означает, что пациент может иметь даже легкую степень по критериям тяжести и иметь какие-то клинические симптомы. И тогда мы уже выставим синдром обструктивного апноэ сна. Если мы по данным полисомнографии или респираторной полиграфии видим 15 и более событий за час, то совершенно не обязательно, что пациент будет иметь какую-то клинику, диагноз также будет выставлен. Теперь мы с вами поговорим про диагностику синдрома обструктивного апноэ сна. Полисомнография – это золотой стандарт. И не просто так он назван. Здесь мы смотрим максимальное количество параметров: дыхание, храп, насыщение гемоглобина, артериальной крови кислородом, дыхательные движения грудной и брюшной стенки, что позволяет нам разделить центральное и обструктивное апноэ, положение тела, электрокардиограммы, электроэнцефалограмма и электромиограмма, движение нижних конечностей, ну и непосредственно видеозапись сна. Все это нам позволяет детально обследовать пациента. Мы можем точно, вплоть до минуты, видеть, сколько же пациент спит, какова частота сердцебиения, как сердце реагирует непосредственно на эпизоды остановок дыхания во сне, какое количество этих эпизодов, апноэ или гипоапноэ, средняя их длительность, максимальная длительность, насколько низок уровень кислорода, то есть пациент обследуется максимально при проведении полисомнографии.
На данном слайде представлена такая собирательная картинка, как выглядит пациент при проведении полисонографии. Единственное отличие состоит в том, что аппарат находится не на пациенте, как изображено здесь, а стоит рядом на специальном штативе. В остальном все так же. Одевается специальный электродный шлем на голову, электроокулограммы, присутствует дыхательный датчик, ЭКГ, датчик храпа, датчики грудного и брюшного дыхания, пульсоксиметр. И здесь еще не изображены миографические датчики, которые устанавливаются на нижние конечности. После того, как я показываю этот слайд врачам на очных лекциях, сразу же из зала следует вопрос, а как же пациент может со всеми этими датчиками спать? Да даже сам пациент на приеме спрашивает, вообще можно ли уснуть, это реально? Конечно же, это возможно, и мы провели уже достаточное количество исследований, пациенты засыпают. Да, не все засыпают быстро, как дома, но в чем плюс этого обследования? Мы видим точно, сколько пациент спал. То есть в обсчет не будет идти то время, которое он засыпал, или время пробуждения. Все это будет видно на обследовании. И обследование проводится в комфортных условиях. Это комната с мягкими кроватями. Пациент может взять с собой сопровождающего. Медсестра делает все, чтобы было достаточно комфортно для засыпания. Хотя, повторюсь, есть определенные сложности у пациентов, но еще ни разу не было в нашем центре такого момента, чтобы пациент абсолютно не спал на исследовании. Следующий метод обследования – это кардиореспираторный мониторинг, это укороченная версия полисонографии. Мы здесь не видим циклов сна, потому что не устанавливаются электроэнцефалографические и электроокулографические электроды. В остальном обследование полноценно. Мы также можем увидеть количество эпизодов остановок дыхания во сне, их длительность, максимальную и среднюю уровень насыщения крови кислородом, электрокардиограммы, движение нижних конечностей. И следующая система – это так называемые скрининговые системы. Их на самом деле гораздо больше на рынке представлено. В нашем центре есть обследование под названием респираторный мониторинг. Это обследование, которое выдается пациентам на дом, небольшой аппарат, который имеет два датчика – носовую канюлю и пульсоксиметр. После проведения этого обследования мы можем сказать, сколько эпизодов остановок дыхания или эпизодов гипопноя было у пациента за ночь, то есть их количество. И в зависимости от этого мы можем судить, какой был индекс норма, легкая степень, средняя или тяжелая. Как любая скрининговая система, это обследование имеет свой минус и главный минус. Пациента мы не видим, и за все время расчета берется время использования аппарата, что может дать погрешность. Объясню подробнее. Например, время использования было 8 часов, но из этих 8 часов пациент спал 6,5. Будет погрешность в расчетах индекса апноэ и гипопноэ. Небольшая, но все же она будет присутствовать. Однако это очень хороший метод исследования, так как может дать нам быстрый ответ на вопрос, есть или нет остановки дыхания во сне и сколько их. Это, в общем-то, основное, для чего он нужен. В этом плане он может хорошо помочь в плане диагностики синдрома апноэ во сне. На этом слайде представлен на верхнем изображении пульсоксиметр. А на нижнем изображении как раз-таки система респираторный мониторинг, которая имеется в нашем центре. Именно так она и выглядит. Выдается пациенту на дом, спит он с ней ночью дома и на следующий день возвращает в центр. Имеется два датчика, пульсоксиметр на палец и датчик носового дыхания. Так выглядит аппарат для респираторного мониторинга. Он достаточно небольшой, меньше ладони. Очень просто в использовании. Здесь есть лишь одна кнопка, и у пациента не возникает сложности с использованием аппарата. И два датчика. Это пульсоксиметр на пальчик и одноразовая носовая канюля. Когда пациент приходит забирать аппарат, медсестра очень подробно объясняет, как использовать аппарат. Также мы даем инструкцию
использования аппарата. С ним пациент спит ночью дома и в течение последующего дня приносит нам, результаты считываются, и результат готов в течение 1-2 дней. Очень простой метод и достаточно эффективный в плане диагностики синдрома обструктивного апноэ сна и не вызывающих трудностей у самого пациента. На следующих нескольких слайдах я представлю вам примеры полисонографических исследований нескольких пациентов достаточно молодого возраста, от 25 лет и старше, но не старше 40 лет. У всех этих пациентов имеется синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени. Что же мы видим на этом слайде? Здесь изображен сжато весь сон, то есть все 10 часов обследования. И мы видим стадии сна, стадия бодрствования, стадия REM-сна, 1, 2 и 3 сон. В норме сон должен выглядеть как лесенка. 1, 2, 3 стадия сна, 1, 2, 3, и так 4-5 циклов за ночь. Но у пациента, который имеет синдром обструктивного апноэ сна, все выглядит как забор. Если мы вспомним предыдущие слайды, где я говорила о том, что пациент с апноэ тяжелой степени имеет прерывистый сон, здесь это как раз очень хорошо изображено. Пациент только углубился в сон, произошла остановка дыхания, он немного пробудился, задышал, снова углубился, остановка дыхания, активация, пробудился. И так на протяжении всего сна. Конечно, после такого сна на утро он будет чувствовать ощущение разбитости, усталости и дневную сонливость. Так выглядит при обследовании эпизоды гипопноэ. Мы вспоминаем, да, что такое гипопноэ. Это эпизоды существенного снижения дыхания. То есть дыхательные усилия есть, но они недостаточны для того, чтобы кровь хорошо насыщалась кислородом. И по каналу пульсоксиметрии мы видим, что идет снижение уровня кислорода от нормального 96% до 86%. И это следует после эпизода гипопноэ. По датчику храпа мы видим отсутствие храпа, да, в момент гипопноэ. Пациент задышал, сделал несколько дыхательных циклов, и мы видим несколько эпизодов храпа. Именно об этом сопровождающий может сказать, что храп прерывистый. Именно из-за этого он прерывистый. Идет остановка дыхания и затем несколько дыхательных движений, сопровождающимся храпом. Это происходит на протяжении всей ночи. Следующий пациент такой же молодой и имеет более короткие эпизоды остановки дыхания, но их также много, и они соответствуют по своему количеству синдрому апноэ во сне тяжелой степени. Мы видим остановку дыхания апноэ, и вслед за ней эпизод десатурации. Как только остановка прекратилась, пациент сделал несколько дыхательных циклов, мы видим храп. Здесь представлен нормальный сон, да, то есть так должно быть в норме, хорошие дыхательные циклы, без снижения дыхательных усилий. По каналу пульсоксиметрии хорошее насыщение кислорода кровью. Храп также есть. Достаточно много эпизодов храпа, но у этого пациента храп, несмотря на то, что эпизодов много, не сопровождается эпизодами остановки дыхания во сне. Следующий пациент, также молодой, около 35 лет, ему на протяжении всего сна эпизоды остановки дыхания во сне, апноэ или гипопноэ. Здесь представлены данные этих пациентов. Мужчина 29 лет. В общей сложности за всю ночь отмечалось 550 эпизодов апноэ и гипопноэ. Индекс 70. Индекс – это количество эпизодов за час, да? Высокий. Следующий мужчина, 35 лет, 604 эпизода апноэ и гипопноэ за ночь, индекс 74. 31 год, 475 эпизодов за ночь, общей продолжительностью 3 часа 2 минуты, и индекс 67. Все мужчины молодые, но все имеют тяжелую степень апноэ во сне. Это один из самых тяжелых пациентов в моей практике. Он имеет тяжелую степень апноэ 111, напоминаю, при норме до 5.
Это пациент, который имел очень выраженную дневную сонливость. Из всего сна, который длился у него около 6 часов, 3 часа 25 минут составляли эпизоды остановки дыхания во сне. То есть более половины сна пациент имел нарушение дыхания во сне. Эпизоды были средней длительностью 18 секунд, но максимальной длительностью до 1 минуты 10 секунд. Пациент с гипертонической болезнью в терапии 3 препарата, с очень выраженной дневной сонливостью, настолько выраженной, что пациент мог заснуть стоя и упасть, заснуть во время разговора с другим человеком. Обращаем внимание на уровень сатурации во сне. Средний 77, норма 95, в бодрствовании 81. То есть очень-очень выраженная гиповентиляция и тяжелая степень апноэ во сне. Теперь мы с вами поговорим про лечение синдрома обструктивного апноэ сна. Все, конечно же, начинается с общепрофилактических мероприятий. Как мы с вами ранее выяснили, этот синдром часто сопровождается повышением массы тела. Два состояния очень связанных друг с другом. И, конечно же, в лечении будет играть роль снижения массы тела. Кроме того, прекращение ограничения курения, исключение приема алкоголя, ограничение приема определенных препаратов, которые могут усиливать и учащать эпизоды остановки дыхания во сне. Позиционное лечение. Что это означает? Это означает сон с приподнятым головным концом кровати и сон на боку. Кроме того, можно использовать тренировку мышц языка и нижней челюсти. Есть специальные упражнения для этого лечения. Обеспечение свободного носового дыхания. Применение определенных фармакологических средств, облегчающих храп, применение внутриротовых приспособлений, оперативное лечение и лечение методом создания постоянного положительного давления в дыхательных путях, иными словами, СИПАП-терапия. На данном слайде представлены некоторые примеры именно внутриротовых приспособлений. Цель их в том, чтобы нижняя челюсть не западала во время сна назад. То есть она все время находится немножко в таком выгнутом положении, она фиксирована. Это может быть показано при храпе неосложненном или при храпе легкой, реже средней степени. Более подробно мы сейчас с вами рассмотрим СИПАП-терапию. Это аббревиатура от английских слов «постоянное позитивное давление воздуха», режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. На слайде представлены примеры некоторых аппаратов, которые могут быть использованы. В зависимости от фирмы-производителя это может различаться немного, но смысл состоит в том, что есть аппарат, от него идет шланг к маске носовой или носоротовой, через которую постоянно подается воздух с давлением. Давление различается на вдохе и на выдохе. Когда может быть показано такое лечение? Если индекс апноэ больше 20 или индекс апноэ, гипопноэ больше 30 в час, вне зависимости от наличия или отсутствия клинических симптомов. Данное положение основывается на увеличении риска артериальной гипертонии и других терапевтических заболеваний у данной категории пациентов. Кроме того, даже если индекс больше 5, но пациент имеет дневную сонливость, нарушение памяти, бессонницу, задокументированные сердечно-сосудистые поражения, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, инсульт, нарушение сердечного ритма и проводимости, ему также может быть предложена СИПАП-терапия. СИПАП-терапия не показана у пациентов с индексом апноэ и гипопноэ меньше 20, без клинических проявлений и без сопутствующих сердечно-сосудистых поражений. СИПАП-терапия не имеет абсолютных противопоказаний, но данный метод следует назначать с осторожностью у пациентов со следующими состояниями: булезная болезнь легких, рецидивирующие синуситы, тяжелая дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, выраженная гипотония, выраженная дегидратация, наличие в анамнезе пневмоторакса, пневмоцефалии, утечек спинномозговой жидкости, респираторного дистресс-синдрома, а также предшествующие хирургические вмешательства на мозге, среднем или внутреннем ухе, гипофизе, также частые носовые кровотечения. Еще раз повторюсь, противопоказаний нет, и даже пациенты с такими заболеваниями могут быть направлены на СИПАП, БИПАП-терапию. То есть в любом случае вопрос решается индивидуально с каждым пациентом.
После того, как пациент получил результаты обследования и выставлен диагноз синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени или средней степени, соответствующим предыдущим критериям, мы можем предложить ему взять аппарат в аренду на 1, 2, 3 и более ночей, для того, чтобы пациент, прежде чем покупать аппарат, понял, а что же это такое спать в маске, это еще когда дует воздух, да, из маски. И мы можем предложить ему такой аппарат автоматический, с маской. Здесь представлена маска носоротовая, есть также носовая маска, есть канюльные маски. Аппарат работает автоматически, то есть это означает, что он автоматически анализирует остановки дыхания во сне у пациента и делает все для того, чтобы этих остановок было как можно меньше. Что мы получаем на выходе? Например, пациент взял в аренду этот аппарат на 1, 2, 3 ночи, приносит, и все данные того, как он спал эти ночи, записаны на флешку. После чего я могу посмотреть все данные, да, с каким уровнем давления работал аппарат, какой индекс апноэ был у пациента. И самому пациенту становится более понятно, что же такое СИПАП-терапия. Более того, многие пациенты после даже нескольких ночей использования этого аппарата говорят о том, что они наконец-таки выспались, что на утро они чувствуют себя отдохнувшими, нет головной боли. То есть эффект может быть уже заметен даже после нескольких ночей использования. На мой взгляд, это достаточно хорошее предложение для пациента в том плане, что еще до покупки аппарата он может понять, помогает ему это лечение, не помогает, какие-то особенности использования аппарата. Также у нас есть несколько масок не только различной конфигурации, но и различного размера, от самых маленьких до больших размеров. То есть мы стараемся каждому пациенту предложить хотя бы 2 маски на пробу, что тоже, конечно, хорошо делать до покупки аппарата. Аппарат небольших размеров, выдается он пациенту в специальном чемодане, который удобно взять с собой. Многие пациенты даже аппараты берут с собой в поездке или на природу, используя аккумулятор. То есть аппарат – это та вещь, которая незаменима для пациента с тяжелой степенью синдрома обструктивного апноэ сна. Он достаточно мобильный, более того, современные аппараты имеют уже встроенный увлажнитель. Например, в этом аппарате идет отдельно непосредственно аппарат и присоединяется увлажнитель. Более усовершенствованные версии имеют уже встроенный увлажнитель, меньшие размеры, меньшие габариты, вес, то есть они еще более удобны в использовании. В завершение мне бы хотелось сказать, что более ранняя диагностика этого синдрома, достаточно серьезного синдрома, может помочь улучшить качество жизни ваших пациентов. Не бойтесь их направить на эти обследования, рассказать им про то, что есть такие методы обследования: полисонография, респираторный мониторинг, который делается очень быстро и получается быстрый результат. Чем раньше мы выявим этот синдром, тем раньше мы сможем им помочь, тем качество жизни их будет гораздо лучше. Найти нас можно на улице Родионова, 190D, клиника Тонус Лайф. Еще раз повторюсь, обследование полисонография или респираторный мониторинг. Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефону, или вы можете оставить вопросы на сайте, где мы постараемся вам помочь и разъяснить все интересующие вас моменты. Благодарю за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной, и вы будете использовать ее в своей ежедневной работе и практике.